Добрый день, друзья! Как же бывает обидно, когда уже почти заканчивается ролик, осталось буквально посадить орхидею, и камера дает сбой. И все, что я говорила 10 минут, все исчезает с камеры. А повторить съемку уже невозможно. Ну и рассказать об этой орхидее очень хотелось. Так что я буду рассказывать еще раз, но отделение материнского растения и детки уже произошло. Поэтому просто соединю их, покажу, где это все происходило. К сожалению, не получится это все вернуть. Но давайте опять расскажу небольшую предысторию. Вот эту, теперь уже вот эту орхидею я получила прошлым летом из Краснодара в большой посылке с реанимашками. Вот в таком, именно в таком виде, но больший тургор был, листики более зеленые были. Я ее и получила. Всего 2 листика. Корней не было, ничего не было, но она была вот с такими 2 тяжами. Но один сейчас тяж уже высох. И исчез, его даже в посадке не видно. Ну и вот такой корешок был один. Она долго молчала. Ничего с ней не происходило. А потом начала расти детку. Кстати, в этой посылке было порядка 10 таких орхидей. Какие-то из них прямо при открытии посылки у меня развалились в руках. Какие-то... Одна была... Просто был сухой горшок без корней, с пеньком. Там тоже ничего не получилось. А некоторые из них мы с вами уже даже пересадили. То есть растут орхидейки потихонечку. И одна из них выпустила цветонос и наливает бутончики. Так вот эту орхидейку мы сейчас с вами посадим. Маленькую детку. Сейчас расскажу эту всю историю про нее. А когда одна из орхидей распустит бутоны, и мы узнаем вообще, как она цветет, потому что ни названий, ни каких-то опознавательных знаков, как цветут орхидеи в этой посылке, не было. Я вам тогда их вместе еще раз покажу, как будет себя чувствовать вот такая малышка. Ну а что с этой малышкой? Да, она всю зиму трудилась над тем, чтобы вырастить вот такую детку. Соединялись они вот в этом месте и стояли вот в таком маховом горшке. Почему я решила их разъединить? Вот этот корень направляется вверх. И для того, чтобы сделать его в посадку, материнское растение очень мешает. И если детка находится в великолепном состоянии, тургор листьев отличный, то материнское растение почти все исчерпало себя. Остался корень, листья желтеют, и тургора у них нет. Но я не буду его утилизировать. Я эту орхидею положу на корягу, на которой растет мох. И постоянные зрители знают, что я в прошлом году осенью привезла из леса моховую корягу и посадила, вернее, поставила на нее маленькую, ну, там сантиметров 5-7, детку Дендробиума нобили. Она до сих пор жива. Вот туда же положу эту детку, и мы с вами посмотрим, что будет происходить с этой орхидеей. А Дендробиум нобили, он пока не растет, потому что на балконе было прохладно, но живой. Одни корни засохли, другие проросли аж под коряжку. Но я обязательно покажу, не буду сейчас рассказывать про эту корягу с орхидеей. Вот этот маленький дендробиум. И рядышком пристроим вот такую орхидейку. Ну, выживет она здесь или нет, это большой вопрос. Сразу говорю, поливаю вот так.
опрыскиваю только коряшку. Началась весна, и растет какая-то травка здесь. Здесь у меня получается что-то вроде теплички. Вот так. А все-таки мы займемся с вами вот этой орхидейкой. Почему я решила отделить с такими маленькими корешками? Ну, во-первых, мама совсем погибает. А во-вторых, в посадке, причем посадку я сделаю в кору, орхидею можно будет удобрять, и это поможет ее росту. Не спорю, что весна, конечно. Весной вообще все пробуждается и все идет в рост. Но именно такому маленькому растению обязательно нужно дать питательные вещества, чтобы у него были силы и возможности брать эти питательные вещества хотя бы из удобрений и строить свои клеточки. Потому что, видите, один корешок начинает прорастать, закукливается, но нет сил, нет тех кирпичиков, из которых бы она могла строить эти клетки. Срез обработала корицей. Вот такая у меня есть корица. Вот она даже насыпана. Просто срез вот так. Присыпать не удалось, но обмакнуть в корицу удалось. Так, у меня есть большой горшок для такой орхидеи. Очень большой. 0,6 литра. Но для такой малышки он действительно очень большой. Поэтому я постараюсь сначала насыпать кору вниз и посадить ее глубоко. Ну, прям не совсем на дно, но хотя бы вот так на пол горшочка. И мне очень важно присыпать корой вот этот корень. Даже если я ее немного наклоню, в этом не будет ничего страшного. Главное, чтобы вот этот корень попал в посадку. Самый-самый длинный. Сейчас многие удивляются тому, что я сажаю орхидеи в кору. Кора фракции 8-13, очень мелкая. Вот такой малюсенькой орхидеей будет очень неудобно расти в керамзите. Я все время говорю о том, что в керамзит можно посадить взрослое здоровое растение. А вот такую малышку нет, не из-за того, что в коре есть какие-то питательные вещества. Вот здесь даже написано, что это гранулянт, обработана по собственной уникальной технологии. Ну, то есть она полностью готовая к посадке, не требует ни кипячения, ни стерилизации. В ней нет никаких вредителей, нет никаких насекомых. Она очень хорошо обработана, но в ней тоже нет ни микро, ни макроэлементов. Вы представляете, что в автоклавах обработанная кора, ну какие там микро и макроэлементы? Вот когда рассказывают, что кора начинает, разные выражения используют, перепревать, гнить, разлагаться. Я не люблю такие выражения и не люблю, когда кора разлагается. Когда начинает кора разлагаться, то есть ее разлагают какие-то бактерии. Вот хорошие эти бактерии или плохие, ну, нам с вами сложно узнать. А если там плохие бактерии поселились? Мы же не знаем, что летает в воздухе. То есть мне не нравится вот это вот. Да, там типа вырабатывается азот, фосфор, калий. Для меня это вообще... Ну, химики подскажут, что да, может быть, оно так и происходит. Но это начинает происходить через 2 года после посадки. Да, когда мы применяем удобрения, конечно, какие-то процессы в коре обязательно пойдут. Плохие они или хорошие? В любом случае, когда начинает кора разлагаться, я предпочитаю пересадить орхидею.
Я не говорю о том, что мое личное мнение не подлежит сомнению. Конечно, мы с вами все разные, по-разному относимся и знаем, что орхидеи и 10 лет растут в одном горшке. На последнем издыхании, но растут. Потом начинаешь пересаживать, и много-много возникает проблем. Поэтому я предпочитаю свои орхидеи, будь они в коре или в керамзите. Во-первых, они у меня очень быстро растут, действительно. И через 3-4 года орхидея просто вырастает из этого горшка, и мне все равно нужно делать пересадку. А так как я их и в керамзите, и в коре удобряю, конечно, кора подвержена разложению в этом случае, ну а керамзит нет. В общем, это очень спорный вопрос. Кому нравится разлагающаяся кора, кто добавляет в нее какие-то нужные бактерии, пожалуйста, делайте так. Если у вас это все получается, у каждого должен быть свой опыт. У кого-то получается в керамзите, у других получается в коре. И у всех проходит все идеально, у всех растут и цветут. Поэтому делайте так, как вам удобно. Мне на данный момент удобно посадить вот эту маленькую орхидейку в мелкую кору. Еще чуть-чуть насыплю коры, это уж совсем будет неудобно за ней ухаживать. Делаю небольшую ямочку. Так, большая ямочка, так не получается. И вот на этот именно корешок я и хочу положить эту кору. Вот так. Сейчас я не вижу с той стороны, с которой я вам показывала все это. И вот эти маленькие корни, которые там только-только наметились, тоже прикрыть корой. Мне ничего не видно. Надеюсь, что вам там все видно. Ну, хотя бы вот так. Вот такая малышка. И вот такая посадка. Не буду ее поливать 2 дня. Потому что видели, что там есть срез, который мы обработали корицей. И если я еще где-то поранила, например, корень, и не увидела этого, вот за 2 дня орхидея залечит сама все свои ранки. И после этого можно делать полив. Поливать буду замачиванием. Кора очень сухая, совсем не влагоемкая. И еще, кроме замачивания, мне нужно корни. Если я буду замачивать, корни туда не попадут. Поэтому мне еще сверху придется грушей орошать вот этот верхний корень. В общем, сложностей будет много, но это такие будут приятные мелкие хлопоты. Ну и посмотрим, как примет орхидея посадку, как будет расти дальше. Уж очень она маленькая, но я надеюсь, что все будет в порядке. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.